Его надо заполнить. 269 миллиардов долларов США. Столько заработала Российская Федерация в 2021 году на нефтегазовом секторе. Затем наступает 24 февраля, и западные страны разворачивают специальную экономическую операцию по лишению России финансирования. Риторика накаляется. Многим кажется, что дефицит бюджета неизбежен. Впереди тяжелейшие времена. Но проходит 22-й, после которого выясняется, что Россия зарабатывает 384 миллиарда долларов, обновляя рекорд в современной истории. Что же случилось? Как удалось пережить блокаду со стороны Евросоюза? Кому мы продаем черное золото сейчас? Какие шпионские приемы используют судно? И когда уже произойдет крах России? Вы знаете, что менять свою точку зрения очень тяжело, даже если тебе под нос суют неопровержимые факты. Еще сложнее изменить свою работу, ведь непонятно куда, как и что делать. И это при том, что текущая работа может не устраивать, а не устраивает она многих. Проблема в том, что в 18 лет, а то и в 16, надо определиться, кем ты хочешь стать, а в случае неудачного выбора тянуть эту лямку еще долгие годы. Слава богу, что мы сейчас живем во время хороших сервисов, которые позволяют сменить работу удобно и приятно. Например, онлайн-университет SkyPro. Они создали программу, по которой сделают из вас IT-специалиста за 1 год. Кого именно? Вот тут самое интересное. Все люди разные. Одному подойдет разработка, другому дизайн, а третьему маркетинг. И вот, эксперты из SkyPro за 30 минут личной консультации определят ваши сильные стороны, расскажут, как на них зарабатывать и подскажут правильное направление. В ходе самого обучения круглосуточная поддержка кураторов, которые сделают все, чтобы вы прошли курс до конца. Если ошиблись с выбором, не беда. В течение 1 месяца вы сможете сменить направление бесплатно. В конце обучения получите диплом о профессиональной переподготовке. Будьте прилежными, выполните все пункты, описанные в договоре, и вас ждет предложение о работе с доходом от 50 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Записывайтесь на бесплатную консультацию и назовите менеджеру промокод MyGap. Вы получите скидку 20 тысяч рублей и узнаете, какая профессия подходит вам больше всех. Нефтепровод «Дружба» – одна из самых крупных систем прокачки нефти в мире. 9000 километров труб, 10 стран. Она берет свое начало из Альметьевска в Татарстане и протекает до Брянской области. Здесь от трубы отходит Балтийская трубопроводная система 2. Она идет до российского порта Усть-Луга. Отсюда же идет ветка в Прибалтику. В Европу труба проходит через белорусский Мозырь и разделяется на 2 ветви. Северная идет в Польшу и Германию, а южная через Украину, Венгрию, Словакию и Чехию. Как вы видите, российская нефть оплела многие страны Евросоюза. И при этом мы говорим пока только о трубопроводе, ведь есть еще нефть в бочках, которая перевозится морем. Важность этого отличия чуть позже всплывет в нашем выпуске. А пока, насколько вообще зависит Евросоюз от поставок российского черного золота? Краткий ответ – очень сильно. Для начала обрисуем картину, как вообще Россия торговала с Евросоюзом. Вот эта линия весь импорт, а вот это весь экспорт. И как помнят наши зрители, 2 этих показателя формируют торговый баланс. Он может быть положительным, если экспорт выше импорта, и отрицательным, если ситуация обратная. Тут, как вы видите, как раз такая история. Евросоюз нам продает сильно меньше, чем мы ему. Поэтому у них формируется отрицательное сальдо торгового баланса. По структуре, что же мы там друг другу втюхиваем, я думаю, вы и так догадываетесь. Они нам завозят промышленные товары, химию, оборудование, транспорт и бухлишко. Мы традиционно отдаем то, что добываем из земли. Вот эти здоровенные красные столбики, которые доходят до 50 миллиардов евро за квартал, и есть продажа российского сырья и энергоносителей. Занятно, насколько читовым является продажа земляных недр.
Как бы ни старались люди придумывать высокотехнологичное и уникальное производство, все равно продажа углеводородов и металлов будет приносить сильно больше денег. В конечном счете, весь Евросоюз зависел от российской нефти на 29%. Мы занимали самую жирную долю, о которой другие не могли и мечтать, со своими 8%. Кстати, возникает вопрос, какие именно страны больше всего зависели от нас? Так вот они сверху вниз. Словакия, например, получала 70% всей нефти из России. Такие значения держались примерно каждый месяц, но потом произошло 24 февраля. Санкции, попытки изолировать Россию, снизить ее доходы для своих спецопераций и вот это вот все. Литва – первая страна, которая снижает закупки в пол. За ней следует Финляндия, остальные страны присоединяются. Из топ-10 стран только 3 страны продолжают закупать в России. Это Словакия, Венгрия и Чехия. Опа, чё там раскол в Евросоюзе намечается? Нет, тут все прагматичнее и проще. Санкции на приобретение российского черного золота касаются только морской нефти. А вы помните, я недавно говорил, что важно отличать нефть по трубе от нефти морем, которая в бочках. Так вот, если взглянуть на карту, то выяснится, что у этих 3 стран проблемы с выходом к морю. Портов, чтобы принимать нефть в бочках, просто нет. И если смотреть по всему Евросоюзу, то вот с прошлых продаж по 30 миллиардов евро в квартал мы начали продавать около 8. А все потому, что свято место пусто не бывает, и освободившийся кусок пирога заняли немного Штаты, немного Норвегия, Саудиты и Казахстан. И вот доля поставок России в Евросоюз упала с 29% до 2%. Но при всем при этом в том году Россия поставила рекорд по заработанному на нефтегазе бабло. Понятно, что в этой статистике есть еще и газ, но можно посмотреть отчеты всяких иностранных агентств. Там тоже говорится, что Россия не сильно просела в объемах нефтепродуктов, а по сырой нефти даже поднялась. Так кому мы должны сказать спасибо за рекордно прошлый год? Официальные ограничения на нефть вступили 5 декабря 2022, а на нефтепродукты чуть позже, 5 февраля 2023. Тут важно напомнить, что эмбарго влияет только на морские перевозки, на трубу ограничений никаких нет. И вот тут начинается свистопляска с разными условиями. В целом, Евросоюз хотел бы отказаться от нефти полностью, но она нужна не только для топлива. Из нефти делают этилен, винил, ацетат, стирол, полиэтилен, поливинилхлорид и куча еще всяких трудновыговариваемых химических наименований, которые буквально окружают наше бытие. Поэтому те страны Евросоюза, у которых есть возможность найти другого поставщика морской нефти, отказались от нашей, остальные же привязаны к трубам. Кстати, Чехия с Венгрией даже нарастили закупки. То есть, грубо говоря, северная ветка дружбы практически остановилась, а вот южная работает на вот эти 3 страны. Тут, кстати, есть интересный нюанс, который, меня, честно говоря, удивил. Транзит-то дружбы идет через Украину. Получается, война войной, но бюджеты пополнять надо всем сторонам. Так вот, даже до вступления эмбарго страны Евросоюза начали отказываться от морской нефти. Если до начала войны ЕС закупал по 2 миллиона баррелей в день, затем в ходе так называемого самосанкционного поведения несогласных стран объем снизился до 1 и уже после эмбарго в районе 500 000. Но мы знаем, что Россия не потеряла в нефтяных объемах. А значит, кто-то пришел на смену европейского рынка. И тут возникает картина маслом. Ровно насколько снизились закупки из Евросоюза, настолько выросли закупки из Индии и Китая. До начала войны 500 000, затем резкий рост до 2 и чуть более 2. Еще одна иллюстрация, что свято место пусто не бывает.
Ко всему прочему, не забывайте, что в Китай идет наш нефтепровод с годовым объемом 30 миллионов тонн, а затем можно докинуть еще 10 миллионов транзитом через Казахстан, ну и плюс по морю. То есть, даже соблюдая санкции, Китай может 40 миллионов тонн через трубы гнать. Но, так как санкции Китай исполняет выборочно, расклад такой. Россия является лидером по поставкам нефти в Китай. В январе-июне на импорт приходилась пятая часть, но тут, правда, в спину дышат саудиты. Многие вспомнят прошлый выпуск о поставках газа в Китай. Если мы не лидеры по объему, то хотя бы лидеры по доходу. Тут на первое место по выручке опять выходит Туркменистан. И лидерство его неоспоримо. Он в несколько раз опережает номер 2 Россию. Китай знает, что такое диверсификация, что в газе, что в нефти. Поэтому он просто не может позволить себе зависеть от одного игрока. У него этих поставщиков штук 15. И держите в уме, что ситуация меняется постоянно. За первую половину 23-го лидер по поставкам Россия, а вот за весь прошлый год в лидерах оказались саудиты. Хотя первое место тут условно. Явных лидеров нет, есть два равнозначных конкурента. Но стоит учитывать, что два конкурента напродавали одинаково, при том, что цена на российскую нефть на 10% ниже. То есть Китай готов, если что, переплатить ради энергетической безопасности. Китай демонстрирует эталон политики. Его подход – не хранить все яйца в одной корзине, позволяет ему выжидать лучших условий. Его позиции сильны. Он демонстрирует настоящую независимость. А Индия? Как бы жестоко для некоторых это ни звучало, но ей в целом до фени, что там происходит на другой стороне материка. У нее своих проблем хватает. С образованием беда, интернет пришел, когда многие деревни писать и читать не умеют, что спровоцировало сотни невинных смертей. У нас был ролик на эту тему. В округе Тхулия каждый третий не умеет читать и писать. Про какие-то запредельные вещи типа критического мышления речи вообще не идет. Но это не мешает людям пользоваться плодами технического прогресса. Они покупали смартфоны, устанавливали инстаграмы и ватсапы. Население дохренища. Если кто не помнит индусов под 1,5 миллиарда, надо это население как-то обеспечивать, да кормить. Бог дал Индии многое, но не дал ресурсов. У нас ограниченное количество нефти и ограниченное количество газа. Поэтому, когда 24 февраля запустилась главная трагедия Европы, для Индии возникла главная возможность. Дело в том, что российская марка Urals всегда продавалась с дисконтом, ну то есть со скидкой к эталонный бренд. Но раньше скидка была буквально пару баксов, разница символичная. Но вот наступает 22 год, и разница становится колоссальной. Счет не на единицы, а на десятки баксов. Ну это прям очень дофига. Смотрит такая Индия на то, что может покупать необходимую нефть за 70, а не за 100, и говорит: Низкая цена на нефть оказывает очень большое влияние на нашу экономику, помогая ей развиваться. Российские цены очень даже приемлемы. А затем вскрывает неудобный нюанс. Импортируя часть нефти из России, Индия также помогла мировой экономике в том смысле, что мы освободили часть нефти в Персидском заливе, чтобы поставлять в другие страны, в частности для Европы. Так что от этого выиграли все. Короче, имеет место довольно неудобная ситуация. С одной стороны, ЕС забанили покупку неправильной нефти и нефтепродуктов из России, но если к неправильной нефти прикоснется индийский перерабатывающий завод, то нефтепродукт становится снова кармически правильным. Для примера, если до военных действий Индия поставляла топливо в Евросоюз на 1 миллион баррелей в месяц, то после это значение магическим образом возросло в 7 раз, до 7,4 баррелей. На самом деле это не прям вот большие объемы, чтобы устраивать сенсацию, но, как говорится, осадочек остался.
На что Жозеп Боррель заявил, что «Ребята, это какая-то херня получается, давайте что-то делать, мы же там, помните, санкции вводили». Так или иначе, когда в одной части континента смерть и разрушение, в другой – возможность дешево закупиться необходимым ресурсом. Примерно так реактивно наращивались закупки российской нефти после роковой даты – от полумиллиона до 2 миллионов баррелей в день. Но и это еще не все. Я устал придумывать подводки к Skyeng, поэтому пока вы еще здесь, вы услышите про бесплатный способ выучить 1000 английских слов легко и непринужденно. Онлайн-школа выпустила комикс, в который засунула самую актуальную лексику. Ну, комикс, чтобы вам было легче въехать в новое и развить свой английский получше «My name is Misha». Но даже опытным юзерам будет полезно обновить свои базы данных актуальным вокабуляром типа catfish, YOLO и screw up. Подборки разделены по тематикам, например, лексика для свиданий, сленг и общения в чатах. Скачивайте и учите новые способы в бесплатном тренажере школы. А тем, кто готов инвестировать в свои компетенции и выходить на международный уровень, стоит присмотреться к специальным курсам по профессиям. Например, для IT-специалистов, продуктов, проектов, аналитиков и разрабов. Также в Skyeng обновили курс для маркетологов. Сейчас эти программы можно купить с выгодой до 31 тысячи рублей. Там вообще много полезных программ, поэтому лучше всего записаться на бесплатную консультацию и подобрать план по прокачке под свои цели. Переходите по ссылкам в описании или этому QR-коду и прокачивайте свой английский осознанно. Я уверен, что вы слышали про такую штуку, как потолок цен на нефть. Но давайте напомним, что это за потолки такие. Вообще, их несколько. Один для сырой морской нефти, 2 других для продуктов нефтепереработки. Как объясняют западные политики, потолок цен нужен для того, чтобы и рыбку съесть, и нахуй сесть. Чтобы и самим получить стратегически важный ресурс, и снизить финансирование военной операции. Мотив понятен, способ тоже. Вот если бочка из России и стоит выше $60, то мы ее не покупаем. Но вот дела. Есть цена самой бочки, а есть еще цена перевозки. И на этом моменте даже обычный работяга, который абьюзил промо-акции интернет-компаний, понимает, как все можно обойти. Продаешь бочку за 50, за перевозку указываешь вместо 5 $15, и вот как бы и потолок сохранился, и Россия нашла покупателя, а покупатель в итоге все равно заплатил дешевле эталонный бренд. Довольны все. Пример грубый, конечно, там в разбивке много всяких составляющих цены, но оттого и широко пространство для манипуляций. И вот после введения потолка примерно полгода его неэффективность не бросалась в глаза. Потому что после введения потолка начала падать цена на марку Brent, а следом и на Urals. И цена была ниже 60, сама по себе. Ну, не сама, из-за дисконта, но точно без всяких потолков. Это продолжалось 5 месяцев. И по идее, если бы потолок работал, то даже в случае общего роста цен на нефть, цена российской нефти должна мельтешить как раз вот как в этом прогнозе от ВЭБ. То есть стремиться к 60, но никогда его не превышать. Но в июле ОПЕК+ договаривается снизить добычу нефти. И как результат цены идут вверх. А Минфин рапортует, что в июле цена за баррель сложилась в размере $64, что прямым текстом говорит, потолок не работает. Ну а дальше вообще понеслась пизда по кочкам. В августе 74, в сентябре 83. И это мы сейчас говорили про то, что хоть как-то можно прикинуть. Тут хоть какие-то данные есть. Но ведь еще имеет место теневой флот. Скажите, вы же согласны с тем, что нужно пользоваться лучшими практиками других стран? Ну вот здесь России помог опыт уже давно забаненной нефти Ирана и Венесуэлы. Существует такая практика. Закупают суперстарые танкеры, которые перекрашивают, переименовывают и отправляют тайным покупателям с отключенными транспондерами. С той секунды, как Евросоюз заговорил о логистических санкциях, рынок подержанных танкеров резко пошел в гору. За прошлый год около 200 танкеров сменили хозяев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.
Притом так удачно совпало, что речь в основном про танкеры типа Aframax и Suezmax с максимальной вместимостью в 1 миллион баррелей, единственные корабли, чей достаточно небольшой размер позволяет причаливать в российских портах. Спрос на Афромакс вырос так сильно, что недавно несколько танкеров продали по 35 миллионов долларов. Примерно столько Китай в прошлом году платил за гораздо большие суда, способные перевозить до 2 миллионов баррелей. Имеет место еще одна киллер-фича, которая материализовалась прямиком из фильма про Джеймса Бонда. Есть случаи, когда корабли не просто отключают транспондер, устройство для обозначения своего местоположения, а используют спуфинг, передачу фейковой локации. И у меня есть классная история. В центре нашей эпопеи судно с названием «Катайский Феникс». Дело произошло в 23 году. В феврале нефтяной танкер передал сигнал, показывающий, что он плывет к западу от Японии. Но путь танкера был очень необычным. В течение дня его сигналы демонстрировали неустойчивое поведение, так как корабль быстро менял положение. Спутниковый снимок, сделанный в это время, только углубил тайну. Там вообще не было корабля. На самом деле судно было в 250 милях к северу, в российском порту Козьмино, то есть судно гоняло в Китай. И, вероятно, все это дело привело к нарушению санкций. Примечательно, что Катаем европейцы в древности называли Китай. Вот эту вечную китайскую птицу спалило издательство Times. А зачем вообще заморачиваться со всякими фистингами, спуфингами, если ни Китай, ни Россия санкции не признают? Все дело в страховке. Если судно не имеет страхового покрытия, то доступ к большинству портов мира им запрещен. А главные страхователи у нас находятся на Западе. А они, соответственно, не страхуют неправильные судна с неправильной нефтью. Поэтому после выхода расследования срок действия страховки Катайского Феникса сдвинулся влево, с января 24 до июня 23. И не забывайте про ошибку выжившего. Сколько таких катайских фениксов уходит от взгляда журналистов и регуляторов. Речь идет о нефти на сумму около 1 миллиарда долларов, которая уходит из-под контроля при использовании западной страховки, и они используют спуфинг, чтобы сохранить свою западную страховку. С нефтью получается вот какая ситуевина. Западные страны, с одной стороны, публично отказались от российской нефти и нефтепродуктов, но в реальности возникли нюансы. 3 страны ЕС по южной ветке дружба вынуждены закупать и дальше, потому что выходов к морю нет. Но даже если бы и были, имеет место так называемые отмывочные страны, где российскую нефть перерабатывают и отправляют в Евросоюз. Вот наглядная картинка, как чуть из Китая, чуть из Индии, чуть из Турции российская нефть в виде условного бензина попадает в Евросоюз. Ценовой потолок работает слабовато. Отказаться полностью от российской нефти невозможно. Как минимум из-за того, что последствия этого жесткий взлет цен. Ведь это, по сути, уменьшение предложения, а значит дикий разгон и без того высокой инфляции. В реальности это никому не нужно. Про ценовой потолок было удобно говорить, когда цена на Urals была ниже самого потолка. А сейчас, как-то неприлично вспоминать. Другой неприличный фактик в цивилизованном обществе – это обращать внимание на увеличение экспорта нефти из Казахстана через трубопровод «Дружба». Маловероятно, что Россия от этого ничего не получит. Либо долю за транзит, либо сделают смесь из русско-казахской нефти, либо вообще, может быть, тупо российской. Но спонсором войны все равно будешь ты. Помимо этого, тут рыночек, так сказать, решает. Находятся теневые флоты, да применяют всякие системы спуфинга. На фоне этих полурабочих инструментов снижения финансирования России и все равно покупки ЕСом российской нефти на миллиарды долларов, санкции против российских граждан по типу запрета на въезд на российских номерах выглядят особенно идиотскими. Все, точно, купил Кремль, скоро на Рутюб.
Да нет, просто бесит, когда устраивают дискриминацию по паспорту, вставляя палки в колеса для жизни обычным россиянам, в то время как сами продолжают покупать нефть на миллионы долларов. Да, пусть меньше, чем раньше, но все же продолжают. И эффект на финансирование бюджета РФ от них явно больше, чем от работяг, пересекающих на своем Солярисе западные границы. Но тогда что, получается, у нас все так безоблачно складывается? С одной стороны, глупо отрицать, что предречения о крахе России не сбылись, во многом от того, что нефть переправили в Индию и Китай. С другой стороны, бешеных доходов от нефтегаза, как в 22-м, ждать точно не приходится. Логистика перестроилась, игроки адаптировались. В то же время мы становимся очень зависимы от двух крупнейших игроков. А учитывая, что по газу у нас еще более шаткие позиции, то все это лишь добавляет веса восточному дракону в наших, безусловно, дружеских отношениях. В общем, игра получается такая. Сбалансируй, но не сдохни. Запад старается отключиться от российской топливной трубы, но получается в ограниченном варианте. Мы же стараемся искать способы продажи углеводородов в Индию и Китай, и в случае чего делать скидку. В конечном счете, ситуация будет развиваться от того, кто лучше приспособится к новым условиям. Или же, когда эти условия станут одинаково неприятны для всех сторон, что будут искаться пути к нормализации ситуации. Рецепт мы знаем давно. Нужно немножечко потерпеть. Вы знаете, кому отправить это видео. А мы говорим спасибо нашим поддержаторам на Патреоне и спонсор. Владу Хапчинску, Сонику Мейхаму, Сол Мэну и Александру Горенкову. А также всем верховным магистрам, консулам, героям и гэпникам. Увидимся на следующей встрече. Damn.